Всем привет! Сегодня видео будет не слишком содержательным, и тем, кто хоть что-то понимает в электронике, в электрике или тому подобное, наверное, его смотреть будет ужасно стрёмно. Но, тем не менее, мой рассказ был бы неполным, если бы я это вырезала и выбросила в корзину. Так что смотрите. Все началось с того, что еще перед приездом из Москвы я связывалась с капитаном, и капитан показывала все, что есть на лодке, чем она оборудована, как она управляется, что у нее там установлено, где какие блочки. То есть, все вот эти вот подробности о лодке, естественно, я капитану еще по видеосвязи, фотографии скидывала, все мы обсуждали. Таким образом, ее очень сильно напрягло из-за того, что нет АИСа. То есть, в принципе, у меня навигации толком никакой нет. Navionics на телефоне – это все, что у меня есть. И на ноутбуке, и еще на 5 телефонах. У меня там еще несколько было стареньких телефонов на случай, если я утоплю основной. Карты для Navionics я, конечно, купила, но капитан сказала, что без АИСа не вариант куда-то идти. Нужен АИС. Окей, сказала я. Какой АИС купить? Какой мы сейчас сможем установить? Говори, все купим. Она сказала, что есть какая-то разработка от Navionics. Она вроде бы как презентуется своим Navionics, и то ли это он сам выпускает, то ли что-то в таком духе. Есть какая-то коробочка автономная, которая не требует подключения к чарт-плоттеру, и чарт-плоттера не требует тоже. Стоит очень дешево, стоит она, если не ошибаюсь, 200 евро. Ее можно заказать, быстро доставят и установим сами, потому что она простая в установке, и капитан сказала, что знает, как это все настроить, наладить. Есть у нее люди, которым она позвонит, ей все скажут, все подключим, все сделаем. Окей, сказала я, заказала эту штуку, она пришла за 4 дня в Марину. Я по трекингу увидела, что она пришла, побежала ножками в сервис. Говорю, там моя посылка у вас. Они говорят, да, у нас ваша посылка, вот забирайте, не за что. А дальше приехала капитан, и мы стали устанавливать этот девайс. В общем-то, я до сих пор, честно говоря, я с ним прошла уже черт знает сколько, с этим АИСом, я им, в принципе, пользуюсь. Но до сих пор толком не понимаю, что это за фигня вообще такая, и зачем она. Она не слишком работоспособная, если честно, оказалась. Периодически она почему-то не ловит. В той Марине, в которой мы стояли, она не ловила вообще. То есть там она почему-то не видела спутников. Хотя, как такое может быть, что в цивилизованном мире в 21 веке не было спутников с космоса? Странно вообще. В общем, я до сих пор не очень понимаю, как она работает, по каким принципам она перестает иногда работать. Иногда она работает без интернета, иногда она без интернета не работает. Иногда она просто работает, просто не работает. Я, в общем, не знаю. И я так понимаю, что как она должна работать в норме. Но эта штука показывает не слишком далеко лодки. То есть она не передающая, она принимающая. Она показывает вокруг, какие есть суда, если на них установлен АИС. Но где-то мили на 3-4. То есть не то чтобы слишком далеко. И впоследствии, когда я уже совершенно случайно узнала, что есть такая замечательная программа, как Marine Traffic, которая тоже работает только если есть интернет. Если мы идем вдоль берега, в открытом море, она не работает. Да и этот АИС особо-то работал. Не знаю, короче говоря. В итоге я использовала почти исключительно Marine Traffic. Но на тот момент я не понимала, я не знала Marine Traffic, я не понимала, что мне надо, что мне не надо. И если капитан говорит, что мне надо, разумеется, мне надо. Заказали, получили. Давай устанавливать. Ножницы, да? Да. После 5 неудачных попыток, да. Он и передающий, и принимающий АИС. У него есть SIA-TOC-конвертер. Это приблуда, про которую ты попозже узнаешь. Это один из протоколов общения. Потому что есть много протоколов общения между моряками. Когда у тебя радиостанция принимает сообщение и посылает сообщение. И реально их много видов есть. И вот SIA-TOC, он один из них. Это тебя не касается, это
происходит. Да. Да. Сиатол. Да, Сиаток. Вот, и, соответственно, сейчас мы поймем, куда его... Вот это у нас GPS-антенна. Вот у нас GPS-антенна. Угу. Вот это у нас USB, который... А она может быть внутри, это ничего, или ее все-таки надо наружу? Это мы сейчас все потихонечку выясним как раз. Смотри, может его сейчас еще подзаряжать надо, подожди. У нас тут, видишь, всякие шины разные самые. Все, больше. А может там включить что-нибудь надо, нет? Наверное. Хотя что? Не компас. Может УКВ? Спасибо. Нет, мы сейчас ее, кстати, выключим. И радио. Хотим музыку послушать, нет? Шутки. Лот, но это же не то совсем. Да нет, это кают он должен быть. Чего ты? Ну здравствуйте, сегодня же работала. Вчера точно работала. Да сегодня Ну, я просто тогда расскажи мне, пожалуйста. давай. Это вот сюда. Не факт. Факт. Либо сюда, либо сюда. Нет, я смотрю, просто есть штырь, я просто не вижу. Вот здесь Сюда он нет не штыря, подойдет. а вот там есть штырь. Сюда он подойдет. Все, да. Здесь кнопки вкл-выкл нету. Поэтому мы сейчас на него посмотрим. Посмотрим. Оно хоть запиталось? Подожди. Не светится. А надо подождать. Не все же сразу же заряжается. Надо же подождать. Ну это что, он должен светиться, когда заряжается? Ну, сначала он должен как бы, про это. Чек-чек, Думаешь? радиочек. Ну, конечно. Ты когда iPhone покупаешь, он у тебя сразу заряженный или он минут 10 лежит? Я не знаю, где у меня на айфоне кнопка включения. Ни разу в жизни не выключала, не включала. Класс, завидую. Не, просто обычно ты Я его покупаешь достала из коробочки, он включился, там все. Нет, а там обычно иногда он минут 10 просто лежит для того, чтобы просто подзарядиться. Но он при этом светится, его можно а включить. потом он начинает включаться, а потом он начинает признаки жизни. Сейчас просто, если он совсем вот эта штука разряженная. У нас здесь-то питание пошло, да? Давай попробуем другое. Да? Вообще они все рабочие, потому что я им активно пользуюсь. Но Вот на давай, всякий случай. сколько сейчас время? Сейчас 20:20, давай через 20:30 сейчас все это увидим. Так, давай оставляем на 10 минут. Вот это смотри, это мы с тобой сейчас, насколько я понимаю, нам нужно будет присобачить наверх. Она тут с двойным. Или она... в том, как вывести это, наверное. Во-первых, мы сейчас почитаем в мануал. Вот она куда вот это наклеивается, GPS-антенка, и она должна наверху быть. Да. И у нас здесь все герметично или как? Сейчас, подожди, не торопись. Понятно, хорошо, ладно, это я разберусь. Какая высота должна быть антенны? Много, да, то есть... Чем выше, тем лучше. Понятно. Чем выше, тем лучше, правильно? Поняла, хорошо. Да, я поняла. Дальше смотри, вот я тебе отправила фото станции, радиостанции. Вот у меня там есть самый раз отключаю радиостанцию, да? Дим, сейчас сделаю фото, пришлю тебе, слышишь? И опять перезвоню, хорошо? Я открутила рацию, я сейчас тебе ее заднюю стенку покажу. Я просто про входы смотрю, как их тут. Она, конечно, древняя, но она довольно мощная. 148 Вт. А вон там какой разъем. Да. Ну,
можно его разобрать, можно просто разрезать провода и параллельно прикрутить. Вот ты говоришь про красное и А черное. там дальше на этих проводах разъема нету? Сфоткай вот эту часть. На красном есть. На черном нету. Это предохранитель. Ага, больше ничего нету. Вот, кстати, открой эту белую фигню, посмотри, на сколько ампер предохранитель. Пока не открывается. А, вижу там зубчик. Надо отверткой поддеть вот в этой щели. Так, а вот там за зубчиком внутри что-то. Это что-то нажимается? Нет. Смотри, у меня есть ощущение, что она... Подожди, она у меня начала ходить. Стой. Сейчас я доковыряю. Эть. Но я такой корпус вижу впервые, но открываются они обычно достаточно просто. Может быть, просто усилие какое-то надо приложить. Ты знаешь, щель становится все больше, я работаю над этим. Просто это долго. Ну, отлично. Это просто не так быстро. Кстати, я вот чего подумал. Да. Рядом автомагазины есть? Есть, да. Во, шикарно. Я пришлю картинки. Есть специальные клипсы, которые позволяют подключиться к проводке и не резать ее. Класс. Они копеечные буквально. И взять таких пусть они будут. Давай, да. А сейчас можно просто отвинтить разъем от рации, О! сунуть провод туда, просто чтобы проверить, что работает и как он работает. Смотри, Дим, я вскрыла предохранитель. Сейчас я тебе фотографирую, что там есть. Супер. Да, не надо, посмотри, что на нем написано. 25. Нет, это не А. Ой, шикарно. 7,5 А. А 25 Слышишь, чего-то нет? другое. Ну, должно хватить. Так, и что делать теперь? Все, можно его засовывать Он обратно целый. и закрывать. Хорошо. Он целый, но... Не, он хороший. Сфоткай, давай сфоткай его, чтобы он был, чтобы, если что, мы его купим такой Да, же. не надо. Он упал сейчас на пол, я могла его повредить просто, понимаешь? Нет, это посмотрел, он целый. Понимаешь, Дима, здесь все на совесть сделали в 84 году, поэтому здесь все не так просто, как нам Ну да. кажется. Теперь я тоже хочу снова. Мы сейчас эти уши кусачками отрезаем, потому что с ушами он туда не входит. Какие уши? Ну, смотри, там вот у этой нижней части, которая втыкается в предохранитель, вот этого белого пластикового колпака, он с ушами. А эти уши как раз они вставляются вот в эти щели, которые для отвертки. И сейчас вот он, у нас пока не получается. Но лучше не отрезать, может держаться будет плохо. Все, всунули, сделали. Ну, отлично. Чем девчонки занимаются в пятницу вечером? Отгадай. На троих соображают. С прекрасным принцем. Вот то, что я и ожидал. 2 дырочки. А вот тут, да. А тут 2 пиптички с другой стороны. Папа, мама. Так, Все правильно, папа, мама. Который из них подходит черный, который красный? Хорошая шутка. В смысле? А как мы узнаем это? Ты, Дим, Ну, они, по идее, должны быть... все, я вижу, да, я тебя поняла, да. Ну, значит, смотри, это смотря с какой стороны посмотреть. Если черный у нас с тобой как бы снизу, то в нижнюю приходит черный, в верхнюю приходит красный. А вообще как бы я как-то это поняла. Вот, По смотри. идее, так, да. Но это ничего не значит. Ну, но как ты внутри не может знаешь? быть Нет, оно перевернуто. не может быть перевернуто внутри. Ну, вообще может. Не может. Ну, вот так сфотографировать. Теоретически может, а проверить есть чем? Мультиметр надо. Есть? Есть. Во, шикарно. Кто-нибудь Ой. умеет пользоваться мультиметром? В какую дырку втыкать, что ли? Сейчас научимся. А у него батарейки-то есть? Нету. Не знаю, сейчас найду. У мультиметра. Но он включается? Сейчас узнаем. Мы его из коробки достали, сейчас пробуем. Нет, ничего не происходит. Нет, не получается. Надо достать батарейки. Это мы пытались батарейку в упаковке воткнуть в вольтметр. Вот, и сейчас мы снимаем с батарейки упаковку.
Вот. Так. Зато, Дима, я под парусами хорошо хожу. А чё она не влазит? Вот. Потому что парусам не нужно ничего, никакие ваши Батарейки. вольтметры, батарейки и прочая хрень. Сейчас мы вкрутим винтики. Значит, в правую дырку втыкаем правый, в черную дырку втыкаем черный, правильно? Теперь смотри, черное я пытаюсь к черному засунуть, да? Ага. А как? Хитро. Сейчас. 13.04. Угу. То есть оно. С минусом или с плюсом показывает? Без плюса, без минуса. Ну, то есть положительное значение. Ну, отлично, значит, угадали, где красный и черный правильно. То Класс. есть, где красный щуп, там плюс, где черный, там минус. Понятно. То есть нам теперь надо где-то взять два провода. Один черный, один красный, правильно? Да. Куда их деть? И вот это хозяйство подключить к приемнику. Которые на креплении. Вторая антенна GPS-овская, а третья, это которая Wi-Fi USB out. Это тоже антенна. Ну и все. Одна антенна снаружи, а две внутри. Все, поняла. GPS, ну, если потолок прозрачный, в смысле там никакого металла нет, он металлом не обшит, то Да. все. Ее можно, GPS-овскую антенну можно оставить просто на столе. Причем, чем ближе она будет к оси вращения лодки продольной, Да. тем меньше будет пила на треке. Ага, поняла тебя. Это я поняла. Мы пока подключаем эти провода. Так что пусть она пока лежит просто А ты на по какую столе. сторону можешь начать? Этого достаточно будет. Зачищать я не могу. Не, я зачистила. я уже сейчас, зачистила. Подожди, у нас, значит, роль черного выступает синий в роли Синий, черного, да? синий. Подожди, сейчас. Сейчас, Дима, у нас тут это... Минутка закрутки этих медных проводов. Мгм. Только питание рации отключите, прежде чем подключать. Да, питание. Сейчас. Отключили. Я думаю, что же я слепну, а мне фонарь прям в глаза светит. Так, значит, коричневый у нас красный, да? Коричневый, красный. Вошла. Синий у нас черный, правильно? Синий, черный. Есть контакт. Я тут тоже закрутила. У меня тут тоже есть контакт. Смотри, Дим, мы все закрутили. А где у нас ресивер? Включаю питание рации. Угу. Давай. Так, ну что, перекрестимся. Да ладно, уж перестаньте, Пасха уже прошла. А, точно. Ща, а где у нас рация? Я ее опять потеряла. Вот Опа. Ты дышишь? Ура! Подожди. Сейчас можно попробовать телефоном или компом найти его точку доступа. Единственное, антенну аисную ее лучше поставить вертикально. Поставили вертикально аисную антенну. А, аисную, черт, все уже, крыша едет.
работает. Подключить-то я все подключила. Эта штука работает каким образом? Она раздает свою собственную сеть Wi-Fi. К ней подключаешься с мобильным телефоном, ну или планшетом, или любым устройством. Открываешь приложение Navionics, заходишь в настройки в Navionics, подключаешься этим Navionics к этому устройству Pirate Devices, и тогда прямо в Navionics будут показываться все окружающие суда. Так вот, точку я вижу, все работает, все подключилось, все отлично, судов вокруг нет, как будто все вымерли. Ну не может быть такого в современном мире, когда на большинстве современных лодок АИС даже выключить нельзя, а мы стоим в марине и ни одного АИСа нет, ну такое. Позвали, короче, электрика. Говорим, вот такая вот фигня, вот такая вот, посмотрите, может быть, еще что-нибудь с нашей рацией придумать, потому что она странно работает. А еще вот у нас там АИС. А она после приема вырубается. У нее вот что происходит. Она все время работает в принимающем режиме, и когда приходит к ней сигнал, она сигнал приняла, и дальше она начинает вот это громко-громко шипеть. У нее что-то переключается в ее мозгу. Понимаешь, в чем дело? То есть она работает в любом случае некорректно. Но хорошая новость в том, что антенна работает. Koristim. Ja mislim, Ne, možete koristiti ovaj jači od toga, ali ako trebate negdje pričati s nekim, da, bolje ovo. Ne, stavite ga slobodno na kanal. Da. Ako ulazite u marinu, možete ovaj koristiti jer je slab, bez problema. Ali ne dao Bog, nesreće, Da. možete ovaj slobodno koristiti. Ok. Znači ovo je, samo pojačite ga do kraja i jer on radi. Ok, riješili smo ovaj problem, ajmo da probamo što se tiče... Šta vam ice? AIS. Da, to su mi probali da se spojimo i sad smo naručili znači novu stanicu i ja mislim da stiže u Dubrovnik. I mi ćemo to znači da spojiti sa, zato što znate sad je nova, možda vi znate nove tendencije, možete to da koristite sa iPhone-om, Navionixom. To smo probali. Ako možda imate neki savjet kako gdje da stavimo anten, znači ovo je nama AIS anten, a ovo nama GPS anten. To je GPS-om. Da. AIS, da, ali... Evo AIS, da. A što ne bi ona trebali preko ovoga od VHF-a? Ili je ovo samo za sebe, sve želimo da vidim. Znači to ide paralelno sa radiostanicom, nije to stanica. Da, znam. To je samo receiver. Ali to je samo receiver za poziciju, preko AIS-a. Jer obično budu napravljeni stanica, AIS i od ovo. Znači AIS bude neki kao glavni i onda antena ide u AIS, iz AIS-a ide u njega. Tako je napravljeno. Ali ovo je sam za sebe, znači... A to je, znate, to je znači po preporuki Navionixa. Oni kažu da možete da koristiti uređaj koji će biti sa nama. Da, a to je samo AIS plus GPS, ništa, to je... Ali radi, probali smo. Da. I samo, možda vi... Da, možete ga naći na poziciju broda. Da. I samo ako vi bi nam dali savjet gdje da i kako da bezbedno za brod da stavimo ovaj AIS i GPS. To je najbolje samo da gdje bliže prozor. Možda na prozor da lepimo, jel tako? Da, može. Ali oni kažu da horizontalno. Tako, ovako treba biti. Jasno. A to možda... Šta nam tu da napraviti samo još nešto da, pa da ga staviti. Jasno. AIS, a ovaj... To bi isto trebalo biti negdje bliže prozoru samo. Nije neki problem. Imamo držač, znate, bio negdje ovdje je držač i možemo... Možete ga i van. Možete ga van. Možete ga van negdje na ogradu ili... Ali bojim se da napravimo neku ruku, kako da ovo... Gledajte sad, to je sad...
Нет, ако ви би нам помогли сад, например, то би било... Почему бы нам сейчас не разместить вместе с ним антенну? Дима говорил, что одна из антенн комнатная. И Да, вообще вот не это GPS. И это оно должно быть горизонтальное. Короче, электрик сказал, что у них действительно в Марине какой-то провал со спутниками, и часто АИСы работают плохо. Ну ладно, решили мы. Пойдем в переход, отойдем от этого злополучного места, от этой ямы, и там попробуем словиться. И да, действительно, когда мы вышли из этого залива, буквально через час у нас заработал АИС по совершенно мистическим причинам. Я не знаю, как это все устроено, но заработал. Еще можно, знаешь, что сделать, что мы не сделали? Найти Кингсон, который включает воду у тебя в туалете, в душе. Хорошо, но я сейчас не хочу. Я завтра хочу. Сегодня не хочу. Ну, такого не хочу. Да, мы уже все сделали, все, что было запланировано. Разбираться с этой хочу. С монстром. Кстати, да, у нас же интересный монстр еще ожидает. А у тебя Дима. Или ты решила Диму не трогать? Да нет смысла без спутников ничего не сделать. Выберемся отсюда на первую ночевку, там спишемся, попробуем там. В принципе, это очень странно, потому что GPS должен принимать сигнал везде находится. Или здесь какие-то стратегические объекты, которые не сбегают. Просто GPS. Знаешь, вот в Боснии очень много после войны они специально свои стратегические объекты как бы сдвинули, и там... На местности, я не знаю, это вполне может быть, просто я об этом могу не знать. Просто, что тут может быть стратегическое? Аэропорт, я не помню рядом. Хотя, может, какой-то, ну, типа военный, гражданский. Просто в Боснии все знают, GPS специально берут, ну вот специально. Может быть, какие-то объекты рядом защищенные. Может, не знаю. На первой ночевке пришвартуемся или якоримся, или чему там, якоримся Ну, первого По швартовка. плану пока якорь, мы посмотрим. Заякоримся, перед сном спишемся или созвонимся с Димой, попробуем на якоре. То можем по ходу попробовать. Ну, или по ходу спокойно идти. А на сегодня все. Спасибо вам, мои друзья, что остаетесь со мной, что подписываетесь на этот канал, ставите лайки и пишите теплые душевные комментарии. Я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч. Всем пока. Thank you.